Ребят, всем огромный привет! Меня зовут Анастасия Туркевич, я пока еще неизвестный художник, и сегодня я хотела бы вам рассказать, какие специальности, профили есть в художественном образовании и какие вы можете получить знания, то есть какие предметы вы можете получить на каждом из направлений художественного образования. Так как я являюсь студенткой факультета живописи в Академии изящных искусств в Гданьске, это Польша, то я, как никто, лучше знаю всю кухню художественного образования. И сегодня я вам расскажу, какие специальности, профили бывают на данном художественном поприще и какие предметы и дисциплины вы можете изучать на каждом из факультетов. Смотрите это видео до конца, чтобы узнать все об художественном образовании, и поставьте лайк этому видео, потому что я стараюсь. И кроме того, я не только расскажу, но вы еще и посмотрите, потому что я буду вставлять визуально, а то что только рассказывать. Чтобы не запутаться, у меня будет небольшая памятка, чтобы, так сказать, досконально вам все рассказать. Вообще, зачастую в Академии изящных искусств, а коротко это АСП, то есть Академия штук пенкных, это если говорить именно конкретно про Польшу, но в основном в Европе они как бы все очень подобные, очень схожие, так что смотрим про Польшу, но берем в курсе дела всей Европы на всякий случай, потому что если бы программы были не схожи, и вообще, если бы оно как-то не стыковалось, то не было бы такой программы для студенческого обмена, как Erasmus. А Erasmus это вообще другая тема, но я немножко расскажу про нее. Плюс того, что ты студент, это программа Erasmus, потому что ты можешь поехать в другую страну на семестр или на 2, и там поучиться знаниям. И если бы система образования была не похожей, то, скорее всего, такой бы программы не было. Кроме этого, можно поехать не только на просто обучение, но также на стажировку, практику. Поэтому, ребят, помните про эту замечательную программу. Это так, просто к слову. Первый профиль — это архитектура, который делится на интерьерный дизайн, на архитектуру в пространстве публичном, то есть везде, где есть люди, общество, и дизайн. Так вот, давайте разберем, что где изучается. Кроме этого, нужно помнить, что все предметы, которые идут, например, на одном профиле специальности, они так или иначе пересекаются с другими. И если вы хотите, например, взять что-то из дизайна, то вы без проблем это получите и так, скорее всего, в программе вашего обучения. На интерьерном дизайне вы, конечно же, изучаете строительство, композицию и обустройство мебели, основы эргономии, свет в архитектуре, строительное право, проектирование мебели. Затем давайте сравним с архитектурой в пространстве ландшафтном, так называемом. Идет все то же самое, что было в архитектуре интерьерного дизайна, но к этому также добавляется 3D-моделирование, основа урбанистики, основа ландшафтного архитектурного проектирования, теории и методики проектирования, основа сохранения культурных пространств. Мне кажется, это очень хороший факультет, потому что интересно, и кажется, что больше пространства для реализации, чем, например, интерьерного. Хотя, просто мне кажется, что из-за того, что пространство публичное, это может быть как интерьер, так и экстерьер. Ну и, например, можно взять Нью-Йоркский торговый центр, который новый, и, например, посмотреть изнутри, и, скорее всего, это значит, что люди работали над этой площадкой вокруг, деревья и все остальное обустройство, но и также и внутри. И мне кажется, так как это все к обществу, к культуре, то, скорее всего, это занимался именно этот человек. Следующую берем третье подразделение, это дизайн. Конечно же, здесь такие предметы, как основы серийной мебели, общественной мебели, многофункциональной мебели. И также это все перекликается с другими специальностями, факультетами. И кроме этого, если вы учитесь на архитектуре, это не значит, что вы никогда не увидите чего-то из факультета скульптуры, живописи, графики. Без проблем. У вас будет такой небольшой вброс, чтобы больше вам креативить и самовыражаться, и чтобы для вас был какой-то инсайт тут и там. Поэтому это все очень интересная система, которая работает только вам на плюс. Будет так, что вы будете долбить одно и то же все время. Нет, у вас будет ваша основная специальность, где вы будете углубляться и изучать, становиться мастером своего дела.
Но также к этому будет также расширение вашего кругозора за счет других специальностей и профилей, что интересно. Давайте перейдем к следующему факультету. Это один из самых популярных факультетов не только в Польше, но и на территории, вообще, мне кажется, всего мира. Все хотят попробовать поступить на этот факультет, и это графика. Графика у нас делится на также 3 вида, и первый из них это художественная графика. Художественная она называется потому, что здесь изучаются классические мастерские техники, такие как литография, линорит, квансводрук. И здесь мы изучаем непосредственно все, что делается руками. Конечно, мы все делаем руками, но я имею в виду непосредственно участие с кислотами, с всякими оборудованием, техниками, камнями, иглами. Следующее идет графика дизайнерская, то есть графический дизайн, если сказать по-русски. И здесь добавляются, конечно же, здесь будет все с технологиями, все с компьютером. Это фотография, иллюстрация, плакат, значение знаков в публике, в обществе, оформление книг, общественная пропаганда. Напомню, что все это перекликается. Конечно, если вы захотите в вашу графику добавить что-то из художественной, это, конечно же, приветствуется, потому что у вас специально будут выделены предметы, которые будут просто пустые, если так можно это назвать, и будет дан список предметов, которые вы можете выбрать. К примеру, у вас будет вот факультет, и вы можете выбрать керамику, скульптуру, литографию, все, что хотите. Вот вы это выбираете и ходите на то, что вам нравится. Третьей специальностью на факультете графика является анимация, где, конечно же, по логике занимаются 3D-цифровой анимацией, сценографией, проектированием, композицией кадра, также свет в кадре. В общем, все это, все, что связано с анимацией, вы проходите. И если вы фанат анимации, то этот профиль для вас. Перейдем к третьему факультету. И это у нас скульптура и интермедиа. Скульптура, она и в Африке скульптура. И здесь вы занимаетесь скульптурой по камню, по дереву, обычной по глине. В общем, это интересно, это правда круто. Я вообще считаю, что скульпторы, они мощные люди, потому что они делают 3D-картинку того, что видят. Если живописцы делают 2D на холсте, это сложно. Ну, то есть они на 2D делают 3D. То скульпторы, они делают то, что делают. Поступайте на скульптуру. Когда я первый раз встретилась с этим словом, то в русскоязычном пространстве мне было очень сложно найти аналог. В общем-то, я для себя в целом поняла, что это такое, а сейчас непосредственно могу вам рассказать, что же такое интермедиа. Что такое интермедиа? Это трансдисциплинарная деятельность. Теперь вопрос. Чего? Что? Короче, это все, что связано с цифровыми инноваторскими штуками, структуры визуальные, искусство в пространстве публичном, всякие граффити, акции, хэппинги, перформансы. Это все подходит под интермедию. От интермедии вы также можете пойти, к примеру, на специальность фотографии, где будете изучать документальное фото, цифровое фото и художественное фото. Следующий, один из моих самых любимых факультетов, это, конечно же, живопись. И здесь она делится на живопись и на живопись в пространстве публичном. В чем разница? Разница в том, что одно это просто ты сам себе рисуешь, делаешь, что хочешь, а второе это у тебя добавляются предметы, которые больше связаны с, так сказать, интермедией. Вы также можете выбрать специальность, например, моя это фреска и витражное искусство. Также можно выбрать публичное пространство, факультеты, коллаж, фильм, керамика, фото, стрит-арт. В общем, их уйма много, и это классно, и мне это очень нравится. Обучение здесь проходит 5 лет, так же, как и на скульптуре. Везде на других специальностях 3 года бакалавр и 2 года магистратура. Вот, и только скульптура и живопись 5 лет, еднолито это называется, и по окончанию учебы мы получаем сразу магистра. У нас непрерывная, и как-то один преподаватель пошутил, что я не вижу смысла, чем отличается бакалавр по живописи от магистра по живописи, поэтому это очень даже резонно получать сразу магистра, потому что, ну, ты как бы
непрерывно учишь, изучаешь все дисциплины и, окей, получаешь свою какую-то диплом, корочку, если она тебе нужна для чего-то. У тебя есть 3 года, и один из них ты тратишь на диплом. И есть 2 года, потом на магистре ты 1 год тратишь на диплом. Ребята, учитесь, получайте удовольствие от образования. Я надеюсь, это видео было полезным для вас. Ставьте лайк, пишите в комментарии, подписывайтесь на меня, чтобы не пропустить больше видео на этом канале. Кроме этого, есть видео, где я рассказываю про поступление, и также есть видео, где я показываю свое портфолио и свои работы из художки, как я вообще докатилась до такого. Я была очень рада, что вы были со мной. Всем хорошего дня. Пока-пока.